Дорогие друзья, с вами канал Optical Club. Часто задаваемый вопрос — это изготовка к бою. Сейчас я вам покажу пару моментов изготовки к бою, чтобы в дальнейшем эти вопросы, так сказать, закрыты. Положение для стрельбы у нас есть военная, агрессивная стойка. И, соответственно, и мне больше нравится позиция полуагрессивной стойки. Это когда ваша одна нога находится чуть-чуть впереди. То есть, грубо говоря, вы, как, например, бойцы, когда вот рукопашным боем занимаются, да, им надо пружинить на ногах. То же самое вам нужно для того, чтобы, соответственно, начать правильно стрелять. Итак, поставили ноги, кому как удобно. Агрессивная стойка, где, соответственно, упертый автомат в плечо. Ваши руки находятся как можно ближе к телу, для того, чтобы удержание оружия было лучше. И, соответственно, рука находится либо на цевье, либо под магазин. Если брать за сам магазин, имеется люфт. И, соответственно, ваше оружие будет при стрельбе немного качаться, что ухудшает вашу стрельбу. Соответственно, выбрали свою стойку. Если она агрессивная, немножко подали тело вперед, уперлись в автомат. То есть, как говорится, у нас вы и есть оружие, а автомат — это инструмент. Уперлись в автомат, прицелились. Для того, чтобы прицелиться через коллиматор, соответственно, ничего сложного нам не нужно. Это точка, которая имеется в коллиматоре. Если коллиматора нет и у вас имеется прицельные приспособления стандартные, то есть это нужно совместить мушку и совместить прицельную планку. То есть получается вот такая вот вилочка, и вам нужно совместить эти моменты. После чего передвижение у вас осуществляется также приставным шагом вправо-влево и повороты переходом одной ноги в другую. Если же вы берете стойку, вот как я говорил, мне удобнее так, она более устойчивая, по моему мнению. Также подали тело вперед, и, соответственно, перемещение у вас осуществляется также с помощью некоторых, так сказать, приставных шагов. Ход вперед у вас осуществляется как обычно, ход назад, как вы, в принципе, ходите в жизни. И повороты, они осуществляются также на одной там ноге или на другой. На этом, в принципе, стрельба именно со стойки, именно сам процесс стойки. Так, давайте еще раз повторим позиции для стрельбы стоя. Итак, первая стойка у нас агрессивная, где военнослужащие изготавливаются ноги чуть либо на ширине плеч, либо чуть шире. Соответственно, удержание корпуса, подача корпуса идет на автомат. Повернись боком, чтобы все видели. Здесь все. То есть телом он уперся на приклад. Во время стрельбы он удерживает свой автомат. Соответственно, локти прижаты, уменьшаем силуэт. Дальше. Полуагрессивная. Как я говорил, которая будет немножечко попроще, ну не то что попроще, как я пользуюсь этой стойкой. Соответственно, ноги также более устойчивы, тело играет, если что, вдруг надо передвигаться. То же самое, наклонено на приклад, автомат удерживается. Вы управляете оружием. Ну и стандартная военная стойка, давай, вот она, где руки торчат, соответственно, бок открыт. Из опыта рассказываю, что одному военнослужащему вот в такой вот стойке пробило обе почки, и он мучительно умирал. Вот, соответственно, здесь открыты локти, открыты бока. Не у многих есть пластины на боках. Соответственно, почему мы должны это все убрать, эту стойку? Если мы убрали силуэт своих локтей, уменьшили, так сказать, силуэт своего тела, то это будет меньшая попадаемость. Это раньше было, когда не было бронежилетов, тело человека надо было уменьшить. Соответственно, ему приходилось вставать боком и уменьшать свой силуэт так. Но сейчас, так как у нас имеются пластины и сбоку, и спереди и так далее, мы встаем на противника грудью. Тем самым мы обезопасим себя при попадании в корпус. Так, сейчас давайте, господа, дамы и господа, еще приступим к тому, как мы будем осуществлять смену магазинов. Мне поможет мой ассистент, и, соответственно, сейчас мы приступим к этой смене магазинов. Итак, смотрите,
Положение для стрельбы принял военнослужащий. Он отстреливается. Соответственно, у военнослужащего заканчиваются патроны. После этого мы должны осуществить смену магазина. Смена магазина у нас осуществляется двумя вариантами. Первый вариант. Свободной рукой он отстегивает магазин, сбрасывает его, отстегивает, сбрасывает, прицепляет новый магазин. Теперь осуществляем в быстром темпе перезарядку. Поехали. Соответственно, что мы заметили? Магазин сбросился. Такая позиция лучше всего подходит для боя, например, в поле, где-нибудь, если вы находитесь в обороне, в окопе, где вы можете сбросить свой магазин, и он окажется рядом с вами. Вам никуда не нужно бежать, потом вы его забрали и спокойно снарядили. То же самое в городе, если вы находитесь в какой-то комнате, в здании и обороняетесь. Его вы не потеряете. Но если же вам приходится передвигаться и наступать, как штурмовые группы и так далее, то лучше всего иметь либо мародерку, либо быстросбросник, где осуществляется сброс магазина, соответственно, скидыванием его в быстросбросник. То есть и оцепили магазин, сбросили, взяли другой. Есть также вариант второй. У нас есть смена магазина, которая осуществляется другим магазином. Это в некотором случае ускоряет его, но также в некотором случае это выглядит как-то пафосно. Сейчас наблюдаем за этим. Смотрите, самый главный момент, чтобы было правильное держание магазина. Рука должна быть держать снизу его. И прицепляем, уголком заходим в автомат. Осуществляется его прицепка, так сказать. Потому что некоторые могут брать очень близко магазин, и он у них не зацепливается. Если же его взять снизу, то он спокойно заходит. Вторым магазином перезарядка осуществляется, нужно пустить магазин по окну спускового крючка, и тогда он отстегнет следующий магазин. То же самое, если вы пускаете большой палец по этому окну, он также спускает магазин. Еще рассмотрим такой момент, как перезарядка автомата, как она будет наиболее практичная и быстрая. Соответственно, как учу я, для того, чтобы военнослужащие быстро перезаряжались, им, соответственно, нужно также наблюдать, что у них происходит перед собой, то есть на поле боя. Потому что некоторые начинают перезаряжать, смотреть, что у них с автоматом, и не видят, как противник перемещается в другую точку. Соответственно, сейчас военнослужащий продемонстрирует, как будет правильно перезарядить автомат. Давай. То есть сменили магазин, пристегнули новый. Перед собой опустили, так сказать, наклонили автомат, увидели затворную раму, увидели переключатель огня, и переключение осуществляется все левой рукой, потому что правая у вас всегда находится на спуске. Чуть что, вы можете стрельнуть, потому что, как нормальный военнослужащий, вы должны считать патроны, которые вы выстреливаете, хотя бы понимать, что у вас остался один патрон. Ну, как говорится, там заряжать предкрайний трассерами. Вот. И, соответственно, после этого он также левой рукой осуществляет перезарядку. Удерживая автомат прикладом в грудь, он смотрит на поле боя и перезаряжает автомат. Производит выстрел и дальше ведет стрельбу. В данном случае, я думаю, мы провели 3, так сказать, варианта занятия в таком быстром ускоренном темпе. Надеюсь, всем это понравилось, каждый это учтет. Не забываем поставить колокольчик, подписаться, лайки, комментарии. Мы очень ждем от вас этого и, соответственно, будем дальше продолжать выпуски.